Всем привет! Сегодня обзор про радиоприемник Texan PL368. В данном обзоре максимально разберем все возможности данного приемника. Это два самых удачных прибора в линейке бренда. По количеству кнопок здесь одной кнопки стало больше, чем на 330 модели. Одной кнопкой включаем синхронное детектирование, и вторым можно задействовать выход режим однополосной модуляции, тогда как в этой модели коротким нажатием включаем режим SSB, а для того, чтобы включить режим синхронного детектирования, эту же кнопку удерживаем нажатой. В остальном почти все одинаково организовано. Сейчас обо всем максимально подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется приемник в такой красочной фирменной упаковке, и в отличие более старой 365 модели, здесь точно так же сохранили для любителей слушать хулиганов полноценную функцию SSB, но в отличие от прошлых версий здесь уже полноценная цифровая клавиатура, и работать с таким приемником значительно удобнее и организовано все как на взрослом радиоприемнике. В комплектации можем видеть руководство пользователя на китайском языке, в котором можем увидеть основные технические параметры радиоприемника. Первая строка граница параметры длинных волн, вторая строка это возможность охвата как европейской, так и американской сетки частот и диапазон коротких волн. Здесь, как можем видеть, частотная модуляция для FM диапазона. Видим возможность выбрать один из 4 границ частотного диапазона. Сопротивление динамика 16 Ом, более мягкая нагрузка на усилитель звука возможно, поэтому нет никакого паразитного фона, шума, и приемник даже на низкой громкости при достаточно длительном прослушивании не напрягает слух. Далее из важных параметров это тип аккумулятора, ну и размер и вес радиоприемника. Чтобы повысить качество приема средних и длинных волн, в комплекте можем видеть неплохого размера внешнюю магнитную антенну. Разъем применяется стандарта мини-джек 3,5 мм. И размер ферритового стержня, как видим, достаточно неплохого размера и с таким неплохим сечением. Далее идут такие наушники достаточно неплохого качества, и нет никакого смысла сравнивать с отдельной гарнитурой стоимостью самого приемника. А так, несмотря даже на высокоумное исполнение и даже при достаточно высоком уровне громкости, держит неплохо нагрузку. Далее идет провод для зарядки стандарта micro-USB, и длина такого провода примерно 60 сантиметров. В комплекте еще такой чехол для удобства хранения и транспортировки. Сшито, как видим, все очень аккуратно, и на обратной стороне можем видеть два варианта крепления. И собственно сам приемник в таком ярком цитрусовом цвете, хотя есть еще и в черном исполнении. Сверху можем видеть первый это телескоп. Рядом гнездо для подключения внешней антенны, на этот раз для приема средних и длинных волн. Ну и с краю гнездо для подключения наушников. Сбоку можем видеть гнездо для зарядки. Рядом это регулятор громкости, и крайний это волкодер. Снизу можем наблюдать винт для крепления телескопа. И клавиатура здесь воедино все собрано. Но если сравнивать, кнопки здесь более мелкие, и у кого большие пальцы, непонятно насколько будет комфортно управление. А так, для управления с помощью одной руки лежит все очень удобно. Также при желании радиоприемник можно крепить на пояс. Отсек для элемента питания открывается легко. И этот аккумулятор, несмотря на то, что не всем он нравится, для проверки на этом приборе сделал достаточно глубокий разряд, и теперь, как видим, с таким довольно низким напряжением
Попробуем запустить зарядку, и как видим, никаких проблем, прибор спокойно подхватывает, и судя по индикации начинается процесс зарядки. И даже в случае выхода из строя такой аккумулятор сегодня не такая большая редкость. На крышке также все основные параметры диапазонов продублированы. На этом приемнике процесс зарядки смотрим. Тоже появляется вот такая индикация, и ток зарядки составляет примерно половину ампера. Емкость также видим соответствует, и залито более 1000 мА тока. Сейчас разберем функциональные возможности, но прежде коротко послушаем режим SSB и можете оставить свою оценку в комментариях. Жарко тоже у нас, немножко море спасает, конечно, люди ходят, купаются, ныряются. Так, тепло, здоровья, на Ставропольский край, всего хорошего, будь здоров. Вот еще раз тебе. Моя станция работает, город Россошь, город Россошь. Видим, насколько меняется качество, пропадает шум, и это благодаря настройке ширины полосы пропускания, которой с помощью данной кнопки можно выбирать более узкую или делать ее более широкой. И диапазон регулировки начинается с 0,5 кГц и максимум в данном диапазоне до 4 кГц. Чуть далее проведем тест на прием средних волн и FM диапазона. Теперь смотрим, как это все работает. Включается коротким нажатием, точно таким же образом и отключается. Это первый способ. А если же удерживаем нажатой данную кнопку, появляется вот такой значок в виде спящего человека, и это функция автоматического отключения. И время для отключения можем задавать максимум, это 120 минут, и минимальное значение 1 минута. А если потребуется отключение данной функции, выбираем значение ON. На выключенном приемнике посмотрим некоторые скрытые функции. Удерживая нажатой кнопку 3, можем переключать шаг частотного диапазона для средних волн на американский стандарт. И удерживая еще раз, можем переключаться на европейский шаг. И правильный выбор данного шага в большей степени полезно при автоматическом сканировании частот. А так для нашей зоны покрытия выбираем шаг 9 кГц. Удерживая нажатой кнопку 2, можем задействовать функцию приема дальних волн. Для отключения точно так же удерживаем нажатой. А удерживая нажатой кнопку 1, можем переключать начальную границу FM диапазона, и в зависимости от плотности заполнения можем выбирать соответствующий охват частотного диапазона. Удерживая кнопку 9, включается и точно так же отключается какая-то функция. В разговоре с китайцем некая развязка, вроде как лучшая реализация приема на внешнюю антенну средних волн, хотя на практике пока что не заметил абсолютно никакой разницы. Кнопкой 8 это уже в часы добавляются секунды, приемник становится более живым, а с помощью данной кнопки отображается версия прошивки. Если у вас не такая версия, можете писать в комментариях, и какие есть отличия. Интересно, здесь есть еще индикация Bluetooth и индикация слота расширения памяти, и скорее всего это задел на будущее. А теперь уже на включенном приемнике, удерживая кнопку 7, можем задействовать функцию регулировки усиления мощности. На максимальном значении в 60 приемник будет играть максимально громко, а при снижении этого показателя, соответственно, снижаем уровень максимального усиления звука. И с минимальным значением в 30 единиц, и на сложных сценах при максимальной громкости динамик будет лучше защищен от ввода в резонанс. На FM диапазоне данная кнопка никак не реагирует на изменение ширины полосы пропускания, поскольку идет фиксированный канал, и с помощью данной кнопки можем переключать либо возможность работы с частотой, либо второй вариант — возможность переключения между ячейками, то есть переключение между радиостанциями. Ну и переключение между станциями гораздо проще с помощью клавиатуры, меньше прибегая к валкодеру, и тем самым продлевая жизнь данной уязвимой части приемника.
Если же нет необходимости переключения по радиостанциям, то снова нажимая данную кнопку, переключаемся на частоту, то есть возвращаемся на режим ручного поиска. Если же потребуется производить более тонкую настройку, то с помощью кнопки Step можем поменять шаг частотного диапазона. Теперь смотрим, переключение идет с шагом в 1 кГц, и таким способом удается извлекать максимальное качество сигнала радиовещания. Также в данном диапазоне можно регулировать ширину полосы пропускания, среди которых доступны 3 разных заводских предустановок. И это очень полезно, поскольку с каждым днем плотность зоны покрытия данного частотного диапазона только увеличивается. Волкодер имеет такой ступенчатый определенный ход переключения, а вот монтировка с двухсторонним осевым упором — это более живучий, долговечный способ режима работы регулятора. Но разбирая прибор, видим, что это всего лишь ложное представление и нет никакого абсолютно осевого опора для второй стороны, хотя вылет таких регуляторов все еще не такой большой, как на 330 модели, поэтому есть определенная надежда, что срок службы данных уязвимых частей прибора будет значительно выше. Если известны частоты радиостанций, то с помощью клавиатуры можно быстро перемещаться столь приличному охвату частотного диапазона. Выбирать волны диапазоны частот можем с помощью данной кнопки. Здесь, как можем наблюдать, это возможность выбрать как средних, так и длинных волн. А с помощью данной кнопки уже можем переключаться на FM диапазон для приема работы с частотной модуляцией. А чтобы перейти на коротковолновый диапазон, достаточно нажать любой из стрелок. Ну и в зависимости от длины волны в метрах, удобно организовано переключение и поддиапазонов столь широкого охвата частотного диапазона. И на этой частоте уже ширину полосы пропускания можем регулировать в 3 положения, начиная с 2,5 до 5 кГц. А для более развитой системы SSP с помощью данных 2 кнопок можем переходить как в верхнюю, так и нижнюю боковую полосу. Ну и кнопки синхродетектора и прямого входа в однополосную модуляцию. И здесь тоже вот такая функция Easy Tuning Mode, тоже сложная реализация, как в модели 330. Если в старых приемниках можно было, не затрагивая основной список каналов, производить временный поиск каналов, весьма полезная функция, но конкретно в новых моделях добавили уже не один список каналов, то есть с привязкой ко времени, но польза от такого применения пока толком не понятна. В приемнике также можно создавать самостоятельные списки радиостанций. Для этого как раз таки предусмотрена эта кнопка Memory, память. Сперва вводим необходимую частоту и с помощью данной кнопки удерживаем нажатой данную кнопку, и как видим, начинает мигать ячейка памяти, при желании которой также можем выбирать, и спустя незначительное время приемник автоматически сохраняет результат. Еще одна очень ценная функция в данном приемнике. Для примера сохраняем несколько разных радиочастот на разных ячейках памяти в произвольной форме, то есть не по возрастанию, а в любой произвольной форме. И вот есть специальная кнопка, только задействовать можно его при выключенном приемнике. Ну и как можем наблюдать, при удержании нажатой срабатывает вот так функция сортировки, и все ранее сохраненные радиостанции теперь выстраиваются в строгом по возрастанию порядке частот. По работе с памятью это еще не все. Бывают ситуации, когда какой-то из станций просто не хочется видеть списки каналов, тогда сперва выбираем такую станцию, удерживаем кнопку Delete, он же кнопка выбора. Появляется на дисплее значение del, и еще одно короткое нажатие удаляет выбранную станцию. Как видим, исчезла из списка, но для того, чтобы исправить последовательность, можем повторно произвести сортировку каналов. Но если же удерживать данную кнопку нажатой при выключенном радиоприемнике, то происходит удаление всех станций, то есть очищаются все ячейки памяти. Основную часть дисплея занимает индикатор частоты, и в этой строке первый раздел отображает уровень мощности сигнала, и
Рядом значение отношения сигнала и шума. Самая первая кнопка на приборе – это возможность переключать строку состояния, и первое переключение – возможность отображать часы. Следующее переключение – это индикация будильника. Ну и еще раз появляется индикатор температуры, ценная функция для контроля погоды вечерних прогулок и в качестве альтернативы комнатного термометра. И нажимая еще раз, возвращаемся уже в строку измерения сигнала. Но если же удерживать и нажатой данную кнопку, то появляется вот такой замок, и теперь срабатывает защита, и все кнопки перестают реагировать, даже кнопка включения. Но чтобы выйти из данного режима, снова удерживаем нажатой данную кнопку. Что же касается дисплея, то качество здесь неплохое, есть отличные углы обзора практически под прямой угол, но по сущности построения технологии жидкокристаллического дисплея под каким-то определенным углом все-таки остается небольшой угол перехода контраста, хотя в этой модели она настолько мизерная, так чтобы поймать это надо еще постараться. В общем, лучший дисплей из тех, что встречал на приемниках. Ну и единственный такой серьезный недостаток — это неравномерная подсветка. Не знаю, как в такой стоимости можно было такое допускать. В остальном к чему-либо пока что сложно придраться. Далее проверим, насколько хватит заряда элемента питания на разных диапазонах. Ну а теперь смотрим, как производится автоматический поиск каналов. Для этого, в зависимости от того, какой выбираем диапазон, удерживаем нажатой кнопку, и, как видим, пошел процесс автоматического поиска радиостанций. Такое количество станций — это при использовании встроенной ферритовой антенны. Теперь попробуем и с такой мощной антенной, и своими глазами можете убедиться о том, что данный диапазон средних волн действительно очень плотно забита зона покрытия. Такой способ уже почти 3 раза больше радиостанций, а применением еще более высококачественной антенны можете только представить, насколько еще можно расширить возможности данного приемника. Пробуем слушать данный диапазон и можете оценить. Управление должностным и ответственным лицам повелевает: не требуйте от людей. اعمال خودتون آگاه باشید. عقل yoksa, عقل işlemir, عقل اراده های مصطفی چرا؟ بگو. بدونش دعوت کرد و به اینها گفت واشهد على العزيمة جواب صخره عشرة كتفرجي بابا تشکر از لفظمت. А на сегодня все. Номер круглосуточного редакционного автоответчика 232 وأدنو من جادنو خیلی خوش گذشت امشب در رادیو اکتیو با المستمعين نتمنى أن تكونوا قد or the other telescope on the Earth, at least until 24 around the 24. Действительно очень все плотно забито, и чтобы поймать еще больше каналов, лучше все-таки воспользоваться ручным поиском и с более мелким шагом.
тогда каналов даже на эту антенну можно поймать еще больше или хотя бы более точно встать на нужную станцию. Чтобы настроить часы, воспользуемся вот такой кнопкой, которую для настройки удерживаем нажатой, и с помощью этих регуляторов устанавливаем соответствующее значение времени. И для того, чтобы сохранить результат, снова нажимаем эту же кнопку. В приемнике также есть отличная реализация функции будильника. Для этого уже воспользуемся следующей кнопкой. С помощью короткого нажатия можно задействовать данную функцию, и о том, что действительно будильник включен, информирует вот такой значок на дисплее. И для отключения достаточно короткого нажатия. Но для того, чтобы установить нужное время будильника, для этого удерживаем нажатой данную кнопку, начинает мигать время, и точно так же боковыми регуляторами устанавливаем соответствующие параметры. Сохранить результат можно коротким нажатием, либо просто подождать, и приемник автоматически сохраняет настройку. Это обычный способ срабатывания будильника, но если удерживать данную кнопку повторно, то появляется опять функция автоматического отключения, и в отличие от режима сна, здесь можем максимум задавать время 60 минут, и минимальное значение, которое можно установить, 1 минута. То есть будильник включается, играет определенно установленное время и самостоятельно отключается, тем самым сохраняя заряд элементов питания. Возвращаясь снова к данной кнопке Step, как можете помнить, короткими нажатиями переключаемся в режим грубой или в режим тонкой настройки, но если эту же кнопку удерживаем нажатой, то происходит выключение подсветки и появляется значение OFF, то есть подсветка уже перестает реагировать на любые действия и таким образом значительно сохраняет заряд элемента питания. А чтобы вернуть подсветку в рабочее положение, снова данную кнопку удерживаем нажатой, хотя подсветка включается, но снова автоматически гаснет. Снова, скорее всего, это для сохранения заряда элемента питания, но если кто знает без механического вмешательства сделать постоянную подсветку, пишите в комментариях, будет полезно многим пользователям. Не терпится заглянуть в начинку, но это чуть далее в ролике. Отлично проходит автоматическое сканирование, и кто бы ни говорил, что слушать уже ничего не осталось, но как видим, приемник принимает достаточно много каналов, пусть это даже не все русскоязычные, но очень много каналов восточного вещания, в том числе и музыка, очень много на английском языке, есть китайская музыка, есть еще китайские радиостанции, полностью вещание на русском языке. Это уже 150 радиостанций только в одном диапазоне, но для понимания качества приема и качества звучания, для оценки коротко пробежимся по небольшому числу станций, и теперь слушаем. Делят соломы, плетут обувь, корзины и циновки. Делят зонты и веера, прышню и тонкую бумагу. Эйсовая шелуха используется при упаковке изделий из фарфора. Это также хороший Приемник получился отличный, но есть еще один такой минус. Это отсутствие подсветки клавиатуры, и в полной темноте что-то здесь разглядеть уже не получится. А так, после пару дней пользования появляется определенный опыт, и на ощупь интуитивно пальцы сами находят нужные кнопки. Число ячеек памяти для сохранения радиостанции. На FM диапазоне доступно 100 ячеек. Для сохранения в диапазоне средних волн уже 150 ячеек памяти. Для длинных волн здесь все точно так же, как в FM диапазоне, всего 100 ячеек. И для самой широкой КВ диапазона здесь уже, как видим, значительно больше, и максимально в данном диапазоне можно сохранить это 300 ячеек памяти. Как видим, достаточно места, и это только постоянная память, а есть еще и временная в виде Easy Tuning мода.
Вот теперь заглянем и в начинку прибора. Сразу же в глаза бросается страшно маленьких размеров магнитная антенна, и для амплитудной модуляции, и с таким стержнем удивительно вообще что-то принимается. Далее, судя по качеству звучания, не ожидал увидеть плоский динамик, но в отличие от полиэтиленовых динамиков с 4 Ом нагрузкой, этот все-таки значительно меньше нагружает усилитель, меньше искажений, и особенно голосовую речь отличается хорошей выразительностью и отсутствием металлического эффекта. А крепление динамика здесь, к сожалению, идет посадка на клей, и хорошо, если это не рассохнет со временем, а так сейчас держит достаточно все крепко. Далее можем видеть отличную реализацию сборки, металлические высококачественные микрокнопки, а так хорошее качество пайки, и из недостатков это неотмытые следы канифолии. Для подсветки здесь видим есть определенная толщина, и на мой взгляд можно попробовать устранить паразитный боковой свет. Без необходимости, на мой взгляд, нет никакого смысла разбирать данный приемник. Здесь, как можем видеть, большое количество ножек, и постоянный разбор приемника может согнуть ножки, ослабить сопрягаемые узлы и вывести приемник из строя. Данный элемент предположительно это для сохранения параметров времени и настроек приемника при глубоком разряде аккумулятора или даже при извлечении аккумулятора. Как видим, данная емкость прекрасно сохраняет рабочее напряжение внутри прибора. Видим версию сборки от 2020 года и такое количество накопителей емкости. Основная часть сборки также видим отличную пайку, но опять же со следами канифолии. Есть и маркировка компонентной базы. Микросхема, которая здесь применяется, это, так скажем, самый топовый из серии CI4735. Если не ошибаюсь, это чип, который прекрасно поддерживает функцию RDS, хотя этой самой функции здесь как таковой пока что отсутствует. Несмотря на достаточно скромные размеры устройства, этот приемник точь-в-точь повторяет возможности одной из самой популярной моделей данного бренда. Для большей плотности и более мягкого хода пластиковых кнопок видим такую вставку из поролона. Еще один такой уязвимый участок. Разбирая прибор, надо иметь в виду такие тонкие защелки, фиксаторы, и с возрастом пластик лучше не становится, поэтому имейте в виду эффект хрупкости при постоянной разборке данного прибора. Хороший прием FM и КВ диапазона обеспечивает приличного размера телескоп. Как видим, это почти под 70 сантиметров. Это размер даже больше, чем у большинства настольных вариантов. А так, качество аналогичное другим продуктам данного бренда. Это единственный приемник, который сумел перегрузить настоящие японские мониторы, но играет настолько громко, что скорее можно оглохнуть, чем перегрузить данный радиоприемник. В наушниках изначально звук казался немного плоским, хотя есть и отличная проработка низких частот, средний голос, все передается отлично, а вот уровень высоких частот здесь кажется немного более сдержанным, хотя есть и отличная детализация, и данный радиоприемник в большей степени может понравиться любителям естественного натурального звучания. Динамик также прекрасно передает голосовую речь, в том числе и отличная музыкальная сцена, но это лишь в том случае, если не выкручивать регулятор на максимум. Радио Асса. Кавказская мудрость. Мы держимся в... Видим, что динамик не имеет никакой жесткости, и на тяжелой музыке при уровне громкости чуть выше среднего вибрация диффузора настолько все смазывает, что уровень качества превращается в кашу. Регулировать уровень громкости можно в значениях от 0 до 30, и теперь будем проверять потребление тока. Развитие канала в большей степени зависит от вашей поддержки, поэтому делитесь нашим видео, пишите комментарии. Напряжение, которое будем устанавливать, это что-то среднее между максимальным и минимальным зарядом.
FM-диапазон потребления минимальное 25 мА. Средний показатель это примерно 30 мА, и текущим аккумулятором время непрерывной работы на одном заряде может достигать более 33 часов. В режиме средних волн потребления тока даже чуть поменьше, а на максимальной громкости это уже 90 мА, и на одном полном заряде максимальное время от минимум 10 часов до 35 часов непрерывной работы. Длинные волны показатель примерно точно такой же, и в КВ диапазоне минимальным уровнем громкости уже почти 40 мА. Это примерно 20 часов непрерывной работы, и на максимальной громкости ток уже переваливает даже 100 мА. И с таким потреблением это уже непрерывной 7-8 часов работы. А в режиме однополосной модуляции с выходом на боковой режим тока потребления особо не поменялось. Теперь еще проверяем потребление тока на выключенном приемнике. Здесь, как видим, остается 1 мА потребления тока в фоновом режиме, и спустя еще незначительное время этот ток также пропадает. В общем, видим все нули. Не пожалейте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч.